Друзья, всем привет! Сегодня наш ролик будет связан с фермой. Да, я знаю, вы очень долго его ждали, я долго с ним тянул, но, ребят, у меня были на то причины. Я хотел собрать как можно больше нужных персонажей, нужных яиц, чтобы все прокачать на видео. Сегодня мы с вами обязательно отправимся в мою ферму, я вам покажу, как она у меня выглядит, ну а также расскажу самых топовых боссов, покажу вам и расскажу про них, плюс самых топовых мобов. Также мы сегодня прокачаем одного из самых топовых боссов сразу на 10-ю звезду, и вы посмотрите, насколько большой прибавок в атаке он дает. Также, друзья, я не раз сталкивался с тем, что вы у меня спрашивали в телеграм-канале, кстати, можете тоже на него подписаться, кто еще не подписался, ссылки все оставлю под видосом, что дают остальные боссы, нужно ли их собирать или только вот эти 4 ячейки, которые надо вставлять вот самых топовых яиц. Про них, друзья, мы тоже поговорим. А вы, в свою очередь, ставьте большие пальцы вверх этому видосу, если вам понравился он. Также комментируйте, насколько у вас хорошо прокачана ферма или нет. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Чем наш больше, тем больше крутых видосов будет выходить. Ну что ж, давайте приступать к ферме. Вы все знаете, что ферму немножко обновили. У нас есть вот там, где компас, вы можете забирать там дополнительные плюшки в виде кристаллов, золота, энергии, а также вы можете украсть у кого-то яйцо. Это тоже прикольно все, ребят, но сегодня не об этом. Итак, смотрите, что у меня есть по ферме, как я вообще ее действую по ней. Вот, например, я собираю сейчас ведьму. Покуда я не нафармил 8 ведьм, я вывожу все остальные яйца, ну, чтобы они тоже не отбивались от всех остальных, да, от количества, потому что они также дают хорошую прибавку. Собрал 8 штук, например, ведьмы, ну, и фармлю их, чтобы сразу много можно было вывести. Таким образом, получается, что у меня вся ферма прокачивается равномерно, и таким образом я буду получать дополнительные плюшки на ферме. Потому что я уже неоднократно говорил, что не только те яйца надо вставлять, которые идут в 4 ячейки. Вот вы можете посмотреть, что у меня в принципе осталось собрать. Я это обязательно буду собирать. Ну что ж, ребят, а теперь вот что у меня есть на ферме. Вы, наверное, сейчас все удивитесь, потому что действительно очень много чего есть. И, ребят, я еще ничего не прокачивал. Вот действительно ни одного, в принципе, моба или босса. Всего на ферме можно было собрать 39 различных яиц. Я собрал 38, и этого достаточно для того, чтобы мне один раз в день или в 2 дня давали рандомное яйцо, которое я приобретаю за 50 кристаллов. Таким образом, в принципе, я особо и не охочусь за последним 39-м яйцом. Выпадет с рандома, будет хорошо. Не выпадет, ничего страшного. Все равно плюшки, в принципе, я получаю. Ну а теперь давайте посмотрим, что все-таки дает то или иное яйцо. Например, зеленый нетопырь. Если вы его ставите в ячейку, вы получаете вот эту вот атаку 25 плюс 10, в зависимости от того, насколько он прокачан. А также, ребят, если вы все-таки, например, хотите просто получить от него бонус, вы нажимаете показатели, и вы видите тут, что когда нетопырь будет 10 уровня, он даст всем героям и вам, в частности, плюс 20 атаки. Таким образом, я и говорю, что надо, в принципе, качать всех мобов и боссов, чтобы получать максимальное количество атаки. Также, видите, и со слизняком он дает плюс 80 хп, также призрак бомба дает тоже плюс 20 атаки. Так что, на мой взгляд, надо все качать равномерно. Таким образом, вы получите максимальное количество атаки, максимальное количество хп от фермы. Ну, а сейчас давайте, в принципе, поговорим о том, кто является топовыми мобами на ферму. Как вот я уже неоднократно говорил, ребят, вот видите, например, у мага огня тоже 3 ячейки, которые вы будете получать. Но маг огня не топовый, а топовыми мобами является это призрак пламени, потому что он дает плюс 15% крит урона на 5-й звезде, плюс, соответственно, дополнительные плюшки просто так. Ну и, ребят, еще один моб, который тоже дает очень классную прибавку в тех же крите, это колдун черепа. Очень много кто с ребят использует либо призрака, либо колдуна на 4-й слот. А все 3 слота, которые есть, ребят, они занимают боссами. Итак, что же все-таки по боссам такое является самым-самым крутым? Ну, конечно, вы все прекрасно знаете, что самый топовый босс на ферме — это ледяной червяк. Этот босс дает самую большую прибавку в игре. Если я не ошибаюсь, на 10-й звезде он дает плюс 500 атаки. Ну и помимо того, что он дает еще и 500 атаки, он дает еще дополнительные плюшки. Давайте перейдем к нему, и я вам покажу, что все-таки он дает.
Итак, ребят, смотрите, ледяной червяк у меня первого уровня, да, он дает, видите, тут атаку плюс защиту от снарядов, а также в показателях есть усиление снаряжения плюс 2%, усиление снаряжения плюс 1%, плюс 30 атаки, и урон по ледяному червяку увеличивается на 5%. Реально очень и очень круто. Я его так долго, друзья, собирал, но наконец-то я его насобирал, и сегодня мы его обязательно прокачаем. Но давайте поговорим сейчас немножко дальше, да, кто еще является такими топовыми боссами на ферму. Это Алая Ведьма, ребят. Алая Ведьма дает немножко меньше атаки, чем червяк, но защита от урона спереди дает очень хорошую прибавку, особенно в игре в PvP режиме. Также она дает усиление снаряжения плюс 1%, видите, эффект целительного красного сердца дает. Ну, я также ее отправляю в ячейку топовым боссом. Ну а здесь, ребят, мнения уже расходятся. Много кто считает, например, что Медуза является топовым боссом, потому что она дает атаку плюс хп. Это очень круто, а также дает базовые параметры героя, увеличиваются на 2%. В целом прикольно на самом деле. Но кто-то с ребят считает, что топовым третьим боссом является Король Скелетов. Я, к сожалению, его еще не собирал, но тоже, смотрите, он дает базовые параметры героя увеличиваются на 3%, на 2%, суммарно 5%, плюс хп. Я все-таки поставлю сейчас наверняка Медузу, потому что у меня Медузы просто собрано побольше, чем Короля Скелетов. Когда придет время к Королю, я тоже его буду собирать, ребят. Но пока в третью ячейку я все-таки отправлю Медузу, потому что я уже, в принципе, собрал довольно-таки большое количество этих Медуз. Ну и четвертая ячейка, я предпочитаю все-таки Колдуна Черепа, потому что у меня 6 штук есть. Пламенный Призрак, в принципе, такой же самый, но он у меня всего лишь один. Соответственно, я отправляю в четвертую ячейку Колдуна Черепа. И таким образом вы можете увидеть, на мой взгляд, какие самые топовые мобы и боссы являются вот топчиком для фермы. Вы видите сейчас перед собой все ячейки я заполнил, они дают действительно хорошую прибавку по атаке, по хп, но, ребят, самая большая тема, что оно у меня все не прокачано. Давайте отправимся к моему персонажу, посмотрим, сколько у него сейчас атаки и сколько хп, и после этого отправимся, прокачаем, например, ледяного червяка. У меня на данный момент вы видите, что есть меч Град ультрафиолетового цвета, но я предлагаю, ребят, его снять, а также снять кольца быка и одеть кольца льва, чтобы вот как-то больше, да, было атаки, чтобы оно как-то красивее все смотрелось. Итак, смотрите, сейчас давайте еще оденем копье. И смотрите, у меня 17 991 атака. Это на самом деле много, ребят, но сейчас, после того, как мы прокачаем ледяного червяка, я уверен, что станет еще намного больше. Боже, как я его долго собирал. На самом деле у меня сбор этого червя получился около 2 месяцев я его собирал. А сейчас мы в одночасье его просто прокачаем. Итак, я думаю, что в принципе по табличкам я смотрел, что хватает 42 яйца для того, чтобы прокачать ледяного червяка. Ну что ж, друзья, давайте приступать к этому моменту. И сейчас мы прокачаем ледяного червяка с 1 уровня по максимальный 10. Поехали! Я думаю, что это будет интересно. Долго я его собирал. Если вы увидите, первая звезда пошла, давайте не затягивать, вторая, ну, давайте третью. Блин, смотрите, прогрессия растет очень хорошо атака. Вот как он качался, так бы лучше он падал. Тогда было бы намного проще всем собирать. А так действительно на ферму уходит очень-очень много времени. И те ребята, которые собрали уже ферму по максимуму, вам реально большой-большой респект, потому что это все дело муторное, долгое, но тем не менее оно нужное. Так, остается еще 3 звезды. Давайте перейдем на 9 звезду. И последний шаг. Мы получаем 10 звезду ледяного червяка, и он получается у нас максимального уровня. А также, ребята, он нам дает 500 атаки, защита от снарядов спереди, я так понимаю. Вообще просто защита от снарядов 375, и урон по врагам плюс 300. А также дает все вот эти вот ячейки, 30 атаки, усиление снаряжения 1%, усиление снаряжения 2%, а также урон ледяного червяку увеличится на 5%. Класс, ребят. Первый герой, который у меня собран до 10 уровня. Сегодня, в принципе, на нем мы и остановимся. И давайте посмотрим, насколько у меня выросла атака по сравнению с тем, что было. Было 17 991, а сейчас 18 744. На 750 атаки у меня вырос вот суммарный, да, вот этот вот показатель просто из
из-за того, что мы прокачали только одного червяка. Ребят, что я вам хочу сказать? Фармите ферму. Я надеюсь, что для вас этот ролик был полезен. Вы узнали, какие мобы и боссы являются самыми топовыми. Ходите по этой методике. Каждую 15-ю катку вам выпадает яйцо, ну, может, 16-ю. И вы, не забирая его, переходите и фармите то яйцо, которое вам надо. Надеюсь, вам было довольно-таки интересно. Вам всем спасибо за просмотр, ребят, и до скорых встреч. Пока-пока.